Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня вторник. В этот день мы рассказываем о событиях, происходивших в Европе в средние века. Я Елена Браун. Тема сегодняшнего выпуска – Верденский раздел 843 года. В 843 году произошло событие, к которому три, пожалуй, самых влиятельных человека в Европе стремились на протяжении многих лет. Внуки Карла Великого, Лотарь, Людовик Немецкий и Карл Лысый, наконец смогли договориться между собой и разделить империю своего деда к обоюдному согласию. Наследство действительно стоило того, чтобы за него бороться. В империю Карла Великого входила современные Франция, Бельгия, Голландия, Швейцария, Германия, большая часть Италии и северо-восток Испании. Карл Великий и его потомки находились в достаточно двусмысленной ситуации. С одной стороны, распад такого громадного государства был очевидным злом. С другой, в роду было принято делить земли между всеми сыновьями. Именно так поступил в 817 году император Людовик Благочестивый. По акту о разделе 817 года основную часть империи и императорский титул должен был унаследовать старший сын Лотарь. Средний сын Пипин получал свое владение Аквитанию, а младший Людовик Немецкий – Баварию. В том же году Лотарь был коронован и провозглашен императором. Современникам казалось, что все предусмотрено. Однако, как это часто случается в истории, в дело вмешалась женщина. В 819 году император Людовик Благочестивый овдовел. Именно в этот тяжелый для себя момент Людовик Благочестивый познакомился с 29-летней необычайно красивой женщиной Юдифью из знатного баварского рода Вильфов и женился. А в 823 году у счастливых супругов родился крепкий и здоровый ребенок мужского пола, которого в честь великого деда назвали Карлом. По мере того, как Карл подрастал, становилось очевидным, что договор о разделе 817 года придется пересмотреть. Новый акт о разделе был опубликован в 829 году. По нему 8-летний Карл получал земли из части, ранее выделенной его старшему брату Лотарю. Разумеется, Лотарь счел это крайне несправедливым. Он организовал заговор, после чего был отослан в Италию и фактически лишен императорского титула. С этого момента началась сначала политическая, а потом и военная борьба между Людовиком Благочестивым и его сыновьями. Пожалуй, наиболее драматичным в истории этого противостояния стал 823 год. 24 июня 823 года армия императора Людовика и отряды его сыновей встретились на Красном поле в долине Эльзаса. Однако сражение так и не состоялось. Воины императора Людовика были подкуплены и ночью попросту перешли в лагерь его врагов. Наутро императору не оставалось ничего, как отпустить немногих солдат, сохранивших ему верность, и сдаться в плен собственным детям. С тех пор Красное поле стали называть полем лжи. Принцы обошлись с пленным отцом крайне немилосердно. Они заставили его принести публичное покаяние. Людовик должен был зачитать длинный список собственных преступлений, в числе которых были вероломство и лицемерие, плохое управление и начало несправедливой войны. После каждого пункта Людовик должен был ударять себя в грудь и восклицать «Да, я виновен». В конце церемонии император молил своих сыновей о прощении, но так и не получил ответа. Людовик Благочестивый был низложен, его супруга и младший сын отправлены в ссылку. Расправа взрослых сыновей над беззащитным отцом потрясла современников. К тому же церковь решила, что никто не вправе сместить с престола помазанника Божьего. В 835 году император Людовик Благочестивый был восстановлен в своих правах. Остаток жизни он посвятил тому, чтобы обеспечить судьбу своего младшего и самого любимого ребенка – Карла. В 838 году скончался средний сын Людовика Пипин, и претендентов на наследство осталось трое. Уже в следующем году Людовик заключил договор со своим старшим сыном Лотарем.
По этому договору, в ущерб интересам Людовика Немецкого, империя делилась всего на две части – восточную для Лотаря и западную для младшего любимого Карла. Смерть Людовика Благочестивого в 840 году оставила его сыновей почти равнодушными. Они были слишком заняты борьбой за наследство. После серии сражений 840-843 года, вошедших в историю под названием «Война трех братьев», принцам наконец удалось договориться. В августе 843 года в городе Вердене был заключен договор, по которому империя Карла Великого делилась на три почти равные части. Младший брат Карл получал в свое владение будущую Францию. Средний Людовик должен был править на территории будущей Германии. Государство старшего брата Лотаря состояло из Италии и полосы между владений его братьев примерно в 200 километров шириной. Лотарь также сохранил за собой императорский титул, превратившийся в простую формальность. Верденский раздел 843 года можно считать своего рода завершением эпохи Карла Великого. Кроме того, этот договор обозначил примерные границы трех ведущих европейских государств – Франции, Германии и Италии. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Каждый вторник мы будем рассказывать вам о истории средневековой Европы, а завтра, в среду, вы узнаете о событиях, происходивших в Азии, Африке, Америке и Австралии.